Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. По амбару помети, по сусекам поскреби, вот и наберется на целое лоскутное одеяло. Перебираю ткани, где получается, вырезаю квадраты 21 на 21 сантиметр, где могу 15 на 15. Из мелких кусочков стараюсь выкроить квадраты 10,5 на 10,5 сантиметров или прямоугольники. Потом складываем эти детали попарно, темную ткань со светлой. Делаем контрастное соединение и прошиваем эти заготовки. Сейчас на экране вы увидите схемы. Можете поставить на паузу и перерисовать. Конечно, это я уже показывала. Но каждый день приходят новые зрители, и пусть вся информация будет в одном ролике. Маленькие квадраты провели диагональ, прокладываем 2 шва на ширину лапки по обе стороны от диагонали. Прямоугольники – швы по намеченным гипотенузам внутренних треугольников. Квадраты 15 на 15 сантиметров, шов по периметру. Квадраты 21 на 21 сантиметр проведем 2 диагонали, швы по обе стороны обеих диагоналей. Все заготовки отшили, проутюжили, чтобы ткани лежали ровно. Отрежем лишние уголки и разрежем детали по диагоналям. Из маленьких заготовок получаются 2 детали. Из квадратов 15 на 15 сантиметров 4 заготовки. На самых больших заготовках делаем разрезы по диагоналям и еще по перпендикулярам каждую сторону. 8 деталей. Все проутюжим и можно приступать к работе. Сегодня будем использовать детали с контрастным соединением треугольников. Темные и светлые. Немного рассортируем наши заготовки. Разберем по цвету ткани. Синие отдельно, коричневые, красные, зеленые. А сегодня будем делать самый простой и эффектный блок. Собираем вертушки. В каждом таком блоке 4 детали. Эти прямоугольные треугольники одного цвета собираются острыми углами вместе в одной точке, а рядом выкладываем вертушку, мельницу другого цвета. Самое главное не запутаться в раскладке, чтобы все детали были развернуты в нужном направлении. Выложили, посмотрели, оценили. Если надо, то можно поменять эти вертушки местами. А уже после этого приступаем к сборке полотна. Способ мой самый любимый, скоростной. Сразу же прошиваем гирляндой, соединяем вместе первую и вторую колонки, потом прошьем третью, четвертую, пятую и шестую. При работе за швейной машинкой прошили 1 пару квадратов, нитки не обрываем, никаких промежутков не делаем. Сразу же переходим к следующей паре. Шьем гирляндой. Все держится на нитках, соединительных швах. Прошитые гирлянды из лоскутков надо расправить и проутюжить. Конечно, лучше это сделать утюгом, но это хлопок. Можно расправить просто ногтем. Детали складываем вместе лицом к лицу и закалываем булавочками в местах швов. Сами понимаете, детали эти на нитках могут перекрутиться. И, конечно же,
При шитье лоскутных изделий строчки делаем крепкие. Длина стежка 2-3 мм. Нитки серые нейтральные. Закрепки в конце и в начале каждой детали обязательны. Вот вы видите, все детали и ряды держатся на вертикальных соединительных швах. Остается только прошить полотно по горизонтали. Обратите внимание, в местах стыков припуски направляйте в разные стороны. После того, как все прошили, надо тщательно проутюжить все полотно, подровнять края и готовить его к стежке. Сэндвич состоит из ткани для обратной стороны, синтепона, красивой лоскутной детали. Все слои тщательно расправим и, начиная с середины, сколем булавочками. В этом способе сборки лоскутков получается очень много диагональных косых срезов, и полотно буквально гуляет под руками, растягиваясь в разные стороны. Поэтому работаем аккуратно, ничего не тянем. В других блоках, которые мы собирали чуть раньше, лоскутный верх был не такой подвижный. При стежке пройдемся просто прямой строчкой вдоль диагональных косых срезов. Конечно, строчку стежки можно сделать какой-нибудь более интересной, шить декоративными широкими швами, которые захватывают сразу две ткани, лежащие рядом. Нитки тоже можно подобрать какие-нибудь интересные. Все зависит от вашей фантазии. Кстати, даже если у вас не очень красивые ткани, декоративная стежка украсит ваши изделия. Но у меня и так очень много цветовых пятен. После простегивания остается только подровнять края, отрезать все лишнее. И это блок из вертушек, уже 8-й в моей коллекции лоскутных блоков. Как видите, некоторые из них совсем простые, другие более сложные, но во всех них лежит один квадрат, составленный из 2 треугольников. Готовые блоки получились размером 50 на 50 сантиметров. Будем шить и жить дальше. А вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!